Всем привет! Сегодня мы побываем в рижском микрорайоне Пурцемс, который считается одним из самых густонаселенных районов Риги. Численность его жителей около 60 тысяч. И построен он на болоте. Да, на настоящем болоте. И также на садовых участках, которые раньше находились рядом с этими болотами. Само название Пурцемс появилось в конце 19 века и переводится с латышского как «болотное село». Интересно, что есть карта 1916 года, где вместо названия Пурцемс фигурирует название Мордовь. Что бы это могло значить? Напишите в комментах, если кто знает. Также в этих местах были такие имения, как Гризень-Мужа и Путно-Мужа, но от них, к сожалению, ничего не осталось. Не могу не упомянуть и об извозчиках, которые жили здесь в царские времена. Из этих мест они выезжали в центр, чтобы заняться извозом. Ну, в общем, если по-современному, это тоже как сейчас ездят, разводят продукты по магазинам, то так раньше ездили извозчики, но мы сейчас можем заправиться на бензоколонке, а извозчикам нужно было кормить лошадей, и для этого часто требовалось целый гектар земли для одного только извозчика. Как так вышло, что между девятиэтажками стоит такой маленький домик? Активная застройка района современными зданиями в 5 и более этажей началась в 1964 году. Вот, к примеру, дома 1970-х годов на улице Дзелзовас и Вайдовас, также на улице Стырну. Первые дома 602 серии, да, так они выглядели, когда были еще новые. А это 1976 год возле кольца 6-го троллейбуса, и на этой фотографии еще нет девятиэтажек, которые сейчас здесь стоят. Также конец 70-х, дома на улице Еритю, 1984 год возле остановки улицы Илокстес. 85 год, 86 год уже более современные дома и даже 89 год. Ну и вообще в 80-й район застраивался с той же активностью. Посмотрите эти новостройки. Видно, что в то время они были совсем новенькие и рядом стоят старые автомобили. А вообще в Пурцемсе и зимой, и летом, и днем, и ночью очень много людей. Хотя квартиры здесь одни из самых дорогих. Вот, посмотрите, для сравнения, квартира однокомнатная Болдерае стоит 24 тысячи евро. В Илгуцемсе она стоит уже 27 тысяч. Ну и, наконец, в Пурцемсе почти 34 тысячи евро. Этот микрорайон считается очень престижным, и местные жители называют его по разговорному стилю не Пурцемс, а просто Пурчик. Так, наверное, легче произносить. Но, несмотря на свою престижность, этот микрорайон раньше славился одним из районов с самой высокой преступностью в Риге. Эксперты считают, что Пурчик в этом обогнал даже Болдерае и Маскачку в 90-е годы. Да и сейчас в новостных порталах можно найти множество креативных преступлений, которые происходят в Пурцемсе, и напоминают они прямо голливудские фильмы. Всем экипажам, код 3! Перекрывайте Гренвилл и Шеридан! Но давайте вернемся к положительным новостям. Одной из таких новостей является то, что в Пурчике планируют построить современный большой скейт-парк, цена которого 100 тысяч евро. Но это не единственное обновление микрорайона. Есть множество проектов, которые уже осуществили. Это современные многоэтажки и торговые центры. Есть торговый центр, если его можно так назвать, который известен еще с 80-х годов. Это дом мебели. На то время это был колоссальный проект. Наверное, наподобие, как в наши дни, всем известный магазин Икеа. Сегодня дом мебели часто используют как место встречи местные жители в Пурчике. Да, кстати, сохранились уникальные кадры открытия этого магазина. Jaunais mēbeļu-nams ir otrlielākā celtne, kas šovasar Padomju Latvijas svētkos nodota rīdziniekiem. 21 000 kvadrātmetru platība, lai vieglāk varētu iegādāties mēbeles un saimniecības preces. Mēbeļu-nams Purciemā tagad ir ērtākā vieta pilsētā, kur jauna dzīvokļa īpašniekam iztērēt interjeram paredzēto naudu. Но это не единственный проект того времени. В 90-м году хотели построить остановку. Пошли вон отсюда. Неподалеку находится магазин Минск. И возле него, кстати, в 1990 году хотели построить остановку метро. Но проект так и не осуществился, и метро не построили. Как и, впрочем, другой проект относительно трамвая. На Заметанском мосту, который отделяет Пурцемс от центра, до сих пор можно увидеть проложенные трамвайные рельсы,
которые ведут в никуда. Дело в том, что мост открыли в 1985 году, и когда мэр Риги Альфред Рубикс отказался от трамвайной линии, убрать ненужные рельсы оказалось невозможно. Они залиты в бетон основания моста. Да, такая вот неприятность. Улица Дудаева названа в честь чеченского президента. У многих людей эта личность вызывает разного рода мнения, и поэтому Рижская дума хотела переименовать эту улицу. Но 46% рижан высказались за сохранение названия. И она до сих пор так и называется. Это в копеечку пойдет. Мне абсолютно без разницы, как ее назовут. Лишь бы войны не было, да и все. Рядом находится улица Гуннара Астрос, на которой стоит самый высокий дом правобережья Риги. Его высота 80 метров. На последних этажах здания расположены эксклюзивные квартиры. Дом был построен в 2008 году, и в этом же году он был назван лучшим новым домом. Я надеюсь, за это время ничего не изменилось. Отклонимся немного от пути. Мы идем в Бикерневский лес, который находится на границе с Пурцемсом. В этих местах во время Второй мировой войны казнили 46 тысяч человек. Поэтому здесь находится мемориальный комплекс, в центре которого расположен черный куб из гранита. На его гранях можно прочесть высеченные на разных языках слова из книги Иова. Мемориальный комплекс был разработан в 1986 году, а открытие мемориала состоялось в 2001 году. Вдоль всей дороги до самого мемориала идут братские могилы умерших людей. Это просто ужасает. Сколько же здесь погибло человек. Ну ладно, давайте снова вернемся к позитивному. Дело в том, что в Пурчике есть своя собственная Кремлевская стена. Ее так называют на сленге местные жители. Но ее так называют не только из-за того, что она похожа внешне, а еще потому, что этот дом был построен специально для работников Комитета госбезопасности, сокращенно КГБ. Но на сленге в Пурчике есть очень много названий домов. Вот эти сзади за нами, к примеру, два дома называют «Початки кукурузы» или тоже «Мальчик и девочка». Они были построены по французскому проекту из монолитного железобетона. Мне кажется, я в каком-то фильме французском такие дома видел. А здесь что, фонтан разве находился? А еще Пурцем славится тем, что здесь снималось много фильмов, и даже бывали голливудские актеры. Конечно, не в длинных кадрах, но все-таки. Мы тоже наше короткое видео заканчиваем на этой позитивной нотке, и всем пока!